Привет всем! Вот наконец то, что я давно обещал, пришло время сделать. Я снимаю видео про приборку для Mitsubishi. Я решил сделать 3 части этого видео. В первой я расскажу в целом, как приборка работает, из чего она состоит. Во второй части я расскажу, как она устанавливается, все нюансы, что надо будет сделать руками самостоятельно, хотя там не так уж и много, не так уж и сложно. И третья часть я расскажу в 2 словах, 3, каким образом и что можно будет изменить на ней, чтобы было понятно, хотя материалов на YouTube по программному обеспечению Real Dash, в общем-то, достаточно и на английском языке, и на русском. Ну, вернемся к приборке. Я специально снял свой инженерный экземпляр, потому что в конечном устройстве, которое я планирую продавать, многие вещи будут залиты пластиком. Здесь они сейчас залиты термоклеем, и поэтому хорошо видно, потому что когда я залью пластиком, здесь будет мало что понятно. Ну, в принципе, будет понятно, конечно, но тем не менее я покажу именно в том виде, в котором это доступно увидеть. Итак, перейдем к приборке. Первое, это значит Android микрокомпьютер одноплатный Hadas Vim 3L. Мышка в комплекте будет идти, чтобы приборку не надо было разбирать, и в то же время можно было ею управлять. Присоединенная батарейка часов и зумер, ну, пищалка, которая подсоединена к драйверу монитора. Драйвер монитора, вот он, к нему подходит питание, к нему подходит зумер и, собственно, все. И данные получаются по HDMI шине. Это микроконтроллер, который я собственное производство сделал. У нем 2 шины, быстрая коншина и обычная коншина, которая идет с разъема приборки. Она монтируется на крышке, сейчас я ее отдельно покажу. Вот. Что касается штатной кнопки, она тоже сохранена. Функционал ее полностью сохранен. Это регулировка яркости монитора. И вот эта вот вещь, вот эта, она будет тоже залита аккуратно пластиком. Ее видно не будет. Специально я снимаю именно эту приборку, где видно эти провода, чтобы вы понимали, каким образом это все устроено. Эта кнопка, она идет, вот она выводится в дополнительный порт микроконтроллера. На микроконтроллере тоже, значит, есть гнездо, разъем для прошивки первого ядра, второго ядра. Это USB. Ну, собственно, это разъем на штатный разъем приборки. Ну что, давайте покажем с крышкой, соберем и пойдем кататься. Так, ну вот, закрыл я ее крышкой. Здесь мы что видим? Стандартный разъем Mitsubishi для приборных панелей, вентилятор, потому что любая жидкокристаллическая панель, это и телевизор, это и монитор, это в том числе, это она имеет свойство сильно греться. Поэтому на всякий случай я поставил вентилятор, который включается по мере нагревания внутри. Ну что, поехали кататься. Ну что, немного покажу, как она ставится. Она ставится в свои штатные места. Подключается вот быстрая коншина. Я потом отдельно расскажу, куда ее подключается и как. Там, в общем-то, несложно. Будет в комплекте вот такой вот кабелек, который просто зажимом подключается к проводам, которые идут вот в этом вот разъеме. Я потом расскажу, покажу какой. Ну и стандартный разъем приборки
штатную вынули, эту вставили. Вот таким вот образом ее чуть-чуть завести. И здесь она в своих... Одной рукой неудобно, да. В штатных местах два уха. И третья верхняя закрепляется. Сейчас я соберу, закрою. Вот я ее включил, она уже загружается. И поедем, посмотрим. Так, ну вот я ее собрал. Все на месте. Штатная кнопка на месте, рамка на месте, приборка на месте. В комплекте идет мышка. Ну, она может быть не обязательно такой, но тем не менее мышка, которую можно управлять. Можно зайти. Вдруг что-то всегда можно поправить. Ну что, заводит. Сейчас выключено зажигание полностью. Полностью обесточена приборная панель. Не приборная панель, а жидкокристаллическая панель. Полностью обесточен драйвер этой панели. Полностью в режиме сна одноплатный компьютер Hades. Сейчас бодрствует только микроконтроллер. Он потребляет порядка 30-40 миллиампер час. Ну, это намного больше, конечно, чем штатная, потому что штатная потребляет 7-10. Ну, считайте, в 3 раза больше. Но тут пока так, как есть. Возможно, удастся что-нибудь в будущем сделать с этим. Давайте включим сначала режим аккумулятор, аксессуары. Сейчас пошел сигнал на включение жидкокристаллической панели и пробуждение ото сна Hades. Вот она включилась. Включаем зажигание. Проверка всех приборов. Немного цвета, конечно, на экране мобильного, на который я снимаю, они сильно выбиваются из того, что я вижу в реальности. В частности, вот эти все красные значки, они не такие яркие, не такие броские. Они обычные красные, примерно такого же цвета, как на штатной приборке. Все красные значки. Итак, давайте пройдемся, что у нас тут есть. Внутренняя температура берется с кондиционера, наружная температура, она в принципе есть в шине, поэтому она берется как есть. Часы, чего многим не хватает в штатных приборках. Тахометр с индикатором коробки передач, например, паркинг, задняя, нейтральная, драйв с указанием, какая конкретно передача, мануал даже можно вот подергать, драйве так нельзя. Обороты у нас как на шкале, так и цифрами, все вообще шкалы у меня на скине продублированы цифрами. Но еще раз повторюсь, этот скин, его можно сделать самостоятельно каким угодно. Можно убрать все что угодно, можно увеличить шрифт, уменьшить шрифт, поменять местами. Все это как душе заблагорассудится, каждый может сделать сам. Вот. Да, стрелочка это максимальная, она задержится на 2 секунды. Температура двигателя с цифрами, температура коробки с цифрами, спидометр, одометр. Его можно поставить изначально какой угодно, какой вам надо, хоть от нуля. Вот у меня стоял от нуля, сейчас показывает, это я 4,7 километров проехал в режиме тестирования, пока делал эту, ну, на самом деле, больше проехал, но именно в этой реализации так. Датчик уровня топлива, шкала и цифры, и остаток, дистанция до empty tank, температура, не температура, а напряжение бортовой сети. Это не пристегнутый водитель, это рядом не пристегнутый пассажир. Сейчас я нажму на сиденье. Вот он появился, пассажир.
Вот он появляется. Что тут у нас есть еще? Выбор 2 ВД, 4 ВД. Вот 2 ВД и дублируется в машинке схематично. Вот, 4 ВД, 4 ВД, лок. Дальше, что у нас есть еще? Здесь есть статус климат-контроля, но в шине намного больше параметров есть. Я в этот вот скин вывел только часть из них, чтобы показать, в принципе, возможности. Это выключенный сейчас климат-контроль, то есть просто вентилятор дует от печки. Это наружный забор воздуха, это давление в компрессоре климат-контроля. Вот сейчас я включу авторежим. Да, он не совсем авто. Вот авто. Это был мануал авто. Вот сейчас здесь два вентилятора. Это вентилятор кондиционера наружный. Это вентилятор двигателя, тоже наружный. Вот эта шкала, это внутренний скорость внутреннего вентилятора. Сейчас включится еще раз кондиционер. Вот, включались. Вы видели, наверное, успели, не успели, не знаю. Что есть еще? Трип-компьютер, средняя скорость, максимальная, дистанция, топливо, все это как обычно. Здесь, вот в этих вот 4 местах зарезервированы за чек-энджинами. Когда он появится, у меня сейчас, слава богу, их нет. Но когда появится, сюда выскочит чек-энджин. Чек-энджин, сюда чек коробка передач. Здесь чек ASC, ABS, а здесь чек brake fluid, датчик уровня тормозной жидкости. Да. Что у нас еще есть? Да, со светом у нас. Вот они в свет. У меня здесь весь свет. Это подфарники, это ближний, это дальний, передний, задний противотуманка. Вот. Что у нас еще? Что я забыл рассказать? Это у меня температура внутри приборной панели и процент вращения вентилятора. Ну, это чисто для справочно, чтобы понимать, потому что период тестирования приборки еще продолжается, и мне надо понимать, какие температуры там гуляют на самом деле. Что еще не рассказал? Паркинг-брейк, он моргает, и если поехать с включенным паркинг-брейком, то рамка будет красная, примерно такая, как я сейчас нажму на педаль тормоза. Вот она. Вот такая рамка, она будет просто моргать и пищать. В общем, сигнализировать, что вам надо что-то предпринять. Что касается тормоза, рамку вы уже увидели. Здесь шкала тормозное усилие. Вот она зеленая, стала желтым. И когда совсем аварийный тормоз, то красным. Это ни на что не влияет. Ну, просто я решил, что будет интересно. Здесь за машинкой пьяная дорога. Когда будет срабатывание ASC, да, кстати, ABSC, сейчас я его выключу, я не помню, подключил я кнопку или нет. А, да, подключил, вот она выскочила, ASC off, включил, обратно убежала. Что касается круиз-контроля, круиз-контроль здесь я сейчас включу, в настоящей машине. И когда не зафиксирована скорость, моргает желтый значок. Как только вы зафиксируете скорость кнопкой Set, он станет зеленым, ну и, естественно, перестанет моргать, чтобы не отвлекать. Выключаю круиз-контроль. Ну, наверное, в 2 словах все. Да, сейчас поедем по трассе, я покажу. Здесь есть функция замера, автоматического замера скорости разгона до 100 км в час. Ну, наверное, поедем на трассу, там, где нет машин, там, где нет снега, потому что снега у нас по колено, и ездить быстро достаточно сложно.
выезжаем. Вот еще небольшое видео в движении, специально не на трассе, показать, как в солнечную погоду, потому что сейчас очень снежный, очень солнечный день. Сейчас я развернусь по кругу, чтобы видно было под разными углами, как падает, когда падает солнце, как видно приборка. Вот она сейчас, ну, вот сейчас, ну, она даже на телефон она видна. В реальности она видна не хуже, чем штатная. Кроме того, сейчас в настройках самой панели, у панели тоже есть настройки, там можно добавить яркости. Сейчас яркость добавлена, напротив уменьшена относительно стандартной, той, которая идет с заводских настроек, потому что если ехать в ночное время, то она получается слишком яркая. Я исходил из того, что лучше днем в какой-то момент будет плохо что-то читаться, хотя на самом деле все отлично читается, чем ночью ехать несколько часов и терпеть в глаза яркий свет. Это не очень хорошо, не очень приятно. Ну, в общем, до шоссе, на котором потестируем разгон, осталось немного. Сейчас сниму. Ну что, вот я остановился. Кстати, поворотник я не показал. Вот такой поворотник. Замеряем. .24. Ну, неплохо. Вот так это выглядит. И сейчас он пропадет. Ну вот я немножко свернул на дорогу, где никто не ездит, чтобы немножко в более спокойном режиме показать, как все это в движении. Передача показывается. Мгновенный расход показывается. Средний расход тоже показывается. Ну, в общем-то, все как в штатной приборке. Этот скин сделан максимально, чтобы не отличался от штатной приборной панели. В то же время был несколько более продвинутый по своим возможностям, и в том числе анимационным. Выводились те данные, которые нет в штатной приборной панели, но тем не менее они интересны. Ну, например, вот как температура коробки. Все ездят, гадают, какая же там температура, озабочиваются уровнем деградации масла, но никто толком не знает, при каких температурах это происходит и какие температуры у них в вариаторах. Ну а здесь можно воочию увидеть, что вот он скоро перегрев, либо там перегрева никогда не бывает. Ну, в общем, сами понимаете, о чем я говорю. Итак, кнопочку я починил ненадолго. Сейчас я покажу, как переключим трип А и сбросим его. Сейчас я нажимаю и держу. Вот он сбросился. Что касается двукратного нажатия, сейчас для демонстрации повешен на смену скина. Вот я сейчас двойное нажатие сделаю. Вот сменился новый скин. Это просто демонстрационный, он ни на что не значит, хотя он вполне реальный. Можно нарисовать как угодно и менять их. Можно их плавно менять, анимированно, как угодно. Вот еще только что разгонялся до 130, там начинает скорость быть желтой, потом красной. Все эти пределы, когда цвет меняется, их тоже можно настроить двумя клавишами мышки, которая, напомню, идет в
комплекте. Вот. Поэтому как бы вот так она видно, если на фоне снега. Чтобы добавить сейчас я еще хочу показать пьяную дорогу, как раз в снежнике этом. Вот она есть, да, за машинкой показывает. Да, хочу сказать, вот эта вот рамка, видите, она вся такая, это моя ручная работа, это чисто моя. На самом деле я пытался делать сам, но у меня плохо это получилось, поэтому я эту рамку отдал профессионалам, автомалярщиками. Они сделают ее абсолютно ровную, абсолютно красивую, но забирать ее я буду только во вторник или в среду. Сегодня воскресенье, все хотят видео, все уже требуют, поэтому я решил снять как есть. На рамку внимания не обращайте. Что еще из того, что я забыл сказать? Да, вот эта вот белая линия, она не везде, как вот если заметили, совпадает. На это тоже не следует обращать внимание по той простой причине, что это просто нарисованная белая линия. Ее можно нарисовать выше, ниже, правее, левее, как вам угодно, и добиться абсолютно точного соответствия форме контура приборной панели. О, ноутбук лежит на пассажирском сидении. Так, ну и напоследок, что бы я хотел еще показать, это, наверное, как включается в момент открытия двери и постановку на охрану. Ну, точнее, на центральный замок, потому что не обязательно как сама по себе охрана. Вот если выключить и поставить на центральный замок, то она выключается безоговорочно, не ждет ни 5, ни 10 секунд. Это константа. Когда мы снимаем центральный замок, то она идет сигнал на включение, потому что любая жидкокристаллическая панель, она имеет задержку в своем включении. Вот эти панели, они включаются 5, а то и 6 секунд. И поэтому мне приходится заранее ее включать. Вот пошел сигнал на включение и на пробуждение микрокомпьютера. Вот к этому времени вы уже садитесь, включаете и едете. Сейчас в обратной еще раз посмотрим, как это выглядит при закрытии двери. Не знаю, видно, не видно. Вот она еще горит. Вот она еще горит. Вот она уже потухла. Открываете дверь. Садитесь, и она уже, рамка горит, она уже готова к работе. Вот это единственное, чего я смог добиться. Компромисс, вернее, какой, связанный с включением. Опять запала моя кнопка инфо. Ну, беда. Вот так. Вот, что еще хочу сказать. Приборка, конечно же, не заводская и никогда, наверное, не станет ей. Это штучный продукт, хотя сделан будет литьевым способом. То есть я сделал формы рамки, форму корпуса и выливаю пластиком черного цвета, достаточно крепким. Они будут все одинаковые, все ровные, но тем не менее компоненты используются сторонние. Это и
микрокомпьютер, это и драйвер дисплея. Все это накладывает свои ограничения, свои некоторые неудобства, и с ними приходится мириться. Поэтому, ну, что касается микрокода, то я его постоянно обновляю, постоянно работаю над ним. И его достаточно несложно будет апгрейдить. Ну, на этом, наверное, пока все. Буду готовить через неделю вторую и потом чуть позже третью часть, которую расскажу, напомню еще раз. Во второй части внутреннего устройства приборки. Покажу, как она подключается, покажу, что надо будет сделать в машине более-менее подробно. Там ничего сложного нет. А в третьей части расскажу, как поменять скин. Ну, на таких простых примерах. Там, например, поменять цвет шкал. Сейчас он бирюзовый. Сделаем, допустим, красный. Как передвинуть, как поменять шрифт. В сети, в Ютубе достаточно много материала на эту тему. И англоязычного, и русскоязычного. Поэтому те, кто хочет, тот прогуглит, найдет. В этом нет никакой проблемы. Все, всем пока.